Друзья, всем привет! Меня зовут Виктор, и вы снова на нашем блоге о коротких путешествиях в Москве и Подмосковье. Мы сегодня находимся в таинственном таком уникальном месте. Это очередная усадьба, она называется усадьба Петрова-Разумовская. Здесь есть таинственный грот, где действительно произошло убийство, о котором мы расскажем. Здесь есть пруд, по которому бродит призрак, есть прекрасный сад и вот это вот великолепное здание за моей спиной. В общем, смотрите наш блог, мы вам все расскажем и покажем. Усадьба Петрова-Разумовская – это действительно уголок живой природы, сохранившийся в нашем урбанизированном городе. В XVI веке здесь, далеко за пределами современного города, была пустошь и небольшое село Семчино, а в XVIII веке в качестве приданного это село перешло во владение графа Кирилла Григорьевича Разумовского, президента Петербургской академии наук. Оно стало далее Петровским-Разумовским. Здесь был выстроен усадебный дом, разбит регулярный парк, а в XIX веке усадьба была отдана студентам. И тут была устроена знаменитая Петровская, а ныне Тимирязевская сельхозакадемия. Город давно поглотил Петровку, но до наших дней сохранились ее поля, пруды и тенистые аллеи, по которым мы с вами сегодня совершим неспешную прогулку. Попасть в парк на территорию усадьбы Петрова-Разумовская вы можете со стороны улицы Тимирязевская. Если вы приедете на автомобиле, здесь есть удобная парковка, и вы можете спокойно оставить свою машину. Идти до входа в парк, который находится с левой стороны от Тимирязевской академии, буквально 1-2 минуты. Как только вы попадете на территорию самого парка, вы сразу же можете рассмотреть архитектуру исторического здания академии. Это и колонны, и витые перила, изящные скульптуры, которые оформлены в виде композиции из ваз. Я, кстати, рассматривал внимательно и прочитал об этом. На них изображены ягнята, щенки и младенцы, и имеют они метафорическое значение. Якобы студенты должны были быть такие же кроткие, преданные и любознательные в отношении учебы. Интересная деталь, привлекающая внимание, это форма окон самого здания. Она позволяет пропускать больше света в помещении и одновременно искажает уличное пространство. Так студенты могли меньше отвлекаться на занятиях, представляете? Кстати, эти сферические стекла уже копия 1961 года, а оригиналы заказывались в Финляндии, и простояли они ровно 100 лет. Следующая интересная скульптурная композиция посвящена временам года. Сразу и не догадаешься, но 4 фигуры расставлены как будто бы по сторонам света, и, конечно, означают они зиму, весну, лето и осень. Далее, двигаясь по аллее в сторону прудов, вы можете дойти до знаменитого грота. С этим гротом, который дошел до наших дней, связана мрачная история. В нем, по сведениям XIX века, был убит членами тайной революционной организации студент Академии Иванов. Это громкое событие нашло даже отражение в литературе. Достоевский взял его за основу для своего романа «Бесы». Грот этот вы действительно можете осмотреть самостоятельно, мы тоже до него добрались, и, честно сказать, впечатление он до сих пор производит достаточно жуткое. Мы смогли проникнуть внутрь, и такое ощущение, что какие-то сатанисты проводят там до сих пор регулярные обряды, потому что стены и края изрисованы странными надписями и какими-то масонскими символами. Надеюсь, что там больше никого не убивают. Если пройтись немного дальше по лесу, то вы найдете тот самый пруд, где, по легенде, и оказалось тело бедного студента. По слухам, охранники, работающие в парке, рассказывают, что иногда в лунную ночь действительно можно видеть размытую фигуру, которая бродит вдоль края этого озера. Но на этом, пожалуй, мы мрачную часть закончим. Прогуливаясь по парку, поражают сами деревья. Это смешанный лес, и возраст этих деревьев достигает до 200 лет. Интересная легенда о том, что в этих местах в 1812 году останавливался эскадрон маршала Мюрата, когда французы, соответственно, зашли в Москву. Говорят, что многие из этих деревьев они порубили на палатки, костры и всевозможные военные принадлежности. Но, тем не менее, лес устоял, и если вы придете в парк, вы, конечно, его увидите.
В общем, завершая наш блог, если вы еще раздумываете, то, безусловно, поезжайте в усадьбу Петрова-Разумовская. Здесь вы найдете удивительный уголок живой природы, окунетесь в действительно потрясающую историческую атмосферу и сможете насладиться действительно хорошим и приятным отдыхом почти в самом центре Москвы.